Всем привет! Сегодня убираю в рабочем столе, нашел листик, на котором написано рецепт очень вкусных котлет. И забегая наперед, скажу вам, а впрочем, досмотрите ролик до конца и вы узнаете, стоит готовить такие котлеты или нет. И для приготовления фарша на котлеты понадобятся куриные бедра, 2 штуки. Из них нужно будет удалить полностью все косточки и весь лишний жир, оставляем только мясо. Еще нам понадобится 1 половинка куриного филе, и его мы тоже нарезаем на небольшие кубики. И в общем итоге у вас должно получиться 600 грамм куриного мяса. К этому мясу нужно будет добавить 1 луковицу и 2 зубчика чеснока. И полностью все, лук, чеснок, мясо нужно превратить в фарш. Любым удобным для вас способом. Хотите через мясорубку, я же буду делать это все через блендер. Готовый фарш отставляем на минутку в сторонку. Затем берем глубокую тарелку и 1 заранее отваренную картофель. Я ее отваривал в мундирах. Картофель должна быть еще теплой. И картошку нужно будет очень хорошо размять. Чем лучше вы разомнете картошку, тем лучше будет для вашего фарша. И только после того, как вы хорошо размяли картошку, полностью весь фарш отправляем в эту же тарелку. Затем берем ложку, вилку или просто же руками. Нужно очень хорошо фарш смешать с картошкой. Затем в эту тарелку добавляем неполную чайную ложку соли и где-то пол чайной ложки черного молотого перца. Ну, конечно же, соль и перец вы можете добавить либо больше, либо меньше. Все зависит от вашего вкуса. Еще сюда нужно добавить 2 столовые ложки панировочных сухарей и вбить 1 куриное яйцо. И опять все очень хорошо перемешиваем. Тут уже ложка не получится очень хорошо все перемешать, поэтому не стесняемся и берем вот так вот просто руками все перемешиваем. После того, как перемешали, это еще не все. Фарш отставляем на минутку в сторонку. В сковородке на маленьком огне растапливаем 20 грамм сливочного масла. Сюда же добавляем 1 столовую ложку муки. Начинаем хорошо все перемешивать. Как только начинают собираться комочки, в сковородку добавляем 1 стакан теплой воды. Вначале я добавляю полстакана, хорошо все размешиваю, затем добавляю еще полстакана. И постоянно все помешивая, доводим до загустения. Так сказать, делаем небольшую зажарку из муки. Эта процедура занимает примерно 3-4 минутки. И сразу же, пока еще эта зажарка теплая, отправляем ее в фарш. Посмотрите, как она только загустела. И не даем зажарке остывать, берем ложку и очень хорошо все вмешиваем в фарш. Размешайте так, чтобы все равномерно распределилось по фаршу. Затем фарш оставляем на 30 минут для того, чтобы он настоялся. Ни в коем случае сразу же котлеты жарить нельзя. Нужно дать обязательно 30 минут фаршу постоять. Через полчаса берем мокрыми руками фарш и делаем котлеты тех размеров, которые больше вам нравятся. Я же люблю, чтобы котлеты были не маленькие, так сказать, в ладошку. Хорошо котлеты обваливаем в панировочных сухарях и только после этого будем их обжаривать. На сковородку добавляем подсолнечное масло. Огонь под сковородкой должен быть чуть ниже среднего и укладываем все котлеты для обжарки. Во время обжарки котлеты будем несколько раз переворачивать, для того, чтобы они хорошо и равномерно прожарились. Сколько времени примерно обжаривать котлеты, зависит от того, какой огонь вы сделаете. Обжаривайте их до готовности. А по итогу у нас получилась вот такая вот необычная красота. Сразу же вам скажу, что котлеты получились обалденно вкусные. Как сказала моя младшая дочь, давно мы не ели таких вкусных котлет. Эти котлеты немного вернули меня в детство. Такие котлеты когда-то были очень вкусными, сочными и очень-очень необычными. Прожарились они отлично, вкус действительно очень обалденный. Не зря на листике было написано «Рецепт очень вкусных котлет». Ну что ж, друзья, если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями, сохраняйте этот рецепт для себя в избранные. Я уверен, что такие котлеты вам понравятся так же, как и мне. Также не забудьте посмотреть еще один очень вкусный рецепт котлет с черным хлебом. Ну а мы, как всегда, встретимся в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!